Сообщество, комьюнити, чатики, способы легализоваться, ходят на работу, все работают, выбрать правильную страну. Но тут достаточно большая выборка, то есть опрашивают минимум 10 тысяч человек, а может и больше. Как? Конечно, нам будет не хотеться, конечно, будет хотеться остаться там, где мы есть, но нам надо очень быстро собирать чемоданы и уйти. Всем привет! Сегодня хочу рассказать про релокацию, потому что последние пару месяцев размышлял об этом. Только задумайтесь, сейчас в процессе релокации находится огромное количество классных и интересных людей, они все переезжают из стран СНГ куда угодно, то есть по всему миру, в любую страну, куда вы десантируетесь, везде есть сообщество, комьюнити, чатики, люди. Вы на своем родном языке спокойно найдете людей, которые либо сейчас находятся в процессе релокации, либо уже почти релоцировались. То есть вы получите максимальное количество помощи, и лучшего момента для релокации в ближайшее время точно не будет. Поэтому давайте разберем вместе со мной все эти нюансы, которые мне удалось раскопать. Погнали! Перед тем, как вообще погружаться в эту тему, а нафига? Вот нафига куда-то ехать? Ну да, все едут, но по телеку говорят, мама, бабушка говорит, тетя говорит, все говорят, да, то есть вот у кого не спроси, все говорят, зачем? Вот что ты там забыл в этом загнивающем Западе? Там ничего нет, их ценности, это ужасно, они поддерживают геев, педофилию и все остальное. Туда не ходи, там опасно, там страшно и так далее. Пару месяцев назад начал активно изучать тему переезда, способы легализоваться, найти работу, как снять жилье, что там с налогами и все такое. И заметил, что самый простой способ релоцироваться – это найти работу в зарубежной компании. В общем, учишься, пару недель английского, и вуаля, ты теперь в солнечной Португалии попиваешь смузи, и у тебя все отлично. Походив по разным айтишным метапам, особенно польским, и в силу своего опыта, у меня есть предположение, что активный хайринг начнется в ближайшие пару месяцев. А это значит, что сейчас самое классное время вложить все свои ресурсы и силы в обучение и быть готовым менять свою жизнь. Поэтому сейчас хочу рассказать про образовательную платформу Hexlet, которая поможет вам на этом пути. На платформе вы можете получить не только качественное образование и заложить фундамент, также стать частью крутого IT-сообщества. Вау! Обучение также включает в себя изучение языков программирования HTML, CSS, JavaScript, а также погружение в фреймворки архитектуры, данных, алгоритмы и написание собственных тестов. Вы также сможете применить полученные знания на практике. На платформе более 400 тестовых заданий, которые вы можете проходить в онлайн-тренажере. Помимо этого, 11 open-source проектов, которые помогут вам стать профессиональнее, и 4 проекта, которые вы сможете добавить в свое портфолио на GitHub. И что еще круто, это задания от компаний-партнеров, которые помогут вам быть готовыми к любому техническому интервью. Но для тех, кто все еще сомневается, есть 5 бесплатных, ровно 5 бесплатных курсов на платформе для того, чтобы понять, подходит ли вам формат, какие задания вас ждут и сколько времени все это занимает. Так что вперед, дерзайте, я жду, пока ты вот перейдешь, нажмешь на ссылочку, вперед учиться, пора прокачивать свой мозг, чтобы уже завтра загорать на солнечном Кипре и отдыхать, и кататься на яхте, и чтобы все было в жизни прекрасно. Все ссылочки на Hexlet в описании, дерзайте, а мы продолжаем. Так вот, я релокацию воспринимаю немного по-другому. Представьте, что вы можете прожить одну маленькую жизнь и что-то новое узнать. Ну, например, вот есть Илон Маск, который там строит все эти ракеты для полета в космос. Есть всякие университеты, построены музеи, где вы можете прикоснуться, посмотреть, поговорить с теми же астронавтами и узнать их мнение на то, что происходит и насколько это все реально. Как оно на самом деле обстоит дела. Ну, вряд ли вы это сможете, сидя в своем родном городе. Вот. Плюс есть мечты, которые у вас и у меня есть. Например, что-то в городе, в котором я живу, меня не устраивает. Я не знаю что, но что-то конкретно вот не так. Я бы хотел изменить эту жизнь, я бы хотел изменить что-то, хотел бы куда-то прикладывать свои усилия, чтобы сделать жизнь лучше и так далее. А в какой-то стране
этих проблем уже лет 20 нет. Их решили. Просто вот когда-то люди взяли и решили. И можно поехать и посмотреть, а вот те идеи и решения, которые я рассматривал, возможно, они не актуальны. Или научиться у них какому-то новому опыту, чему-то такому, что я могу применить у себя дома. И это расширяет мои горизонты событий. То есть одна маленькая жизнь, если так говорить. Притом, если спрашивать себя вопрос «зачем?», то он такой, типа, заработать денег. Вот заработать денег, скорее всего, это плохая мотивация. Но если мы говорим, а какие возможности я потеряю, если я никуда не поеду, что я потеряю, давайте об этом подумаем. Потому что прохожие, бабушки и тети будут говорить и не понимать, типа, а что, и тут все хорошо, и тут у нас все отлично. Но в целом, то, что я теряю новый опыт. Я теряю новые возможности посмотреть на то, как я живу, как живут другие люди, соседи с другой стороны. Чем больше я путешествую, чем больше я узнаю, как живут другие люди, тем лучше я себя совершенствую и прокачиваю, и узнаю даже самого себя с разной стороны. Вот, я надеюсь, тут более-менее понятно, что мотивация должна быть в лучшем случае, самая правильная, самая такая лайтовая, это узнать мир, узнать себя, найти что-то новое и зачастую найти новых людей, которые дадут новые возможности. Возможности сами по себе не появятся. Ну, ты переехал в другую страну, но в целом ничего не изменилось. Те же люди какие-то ходят на работу, все работают, вот. Но в целом мы можем повыбирать страны. То есть шаг номер 1 в релокации – выбрать правильную страну. Не ту страну, где дешевле, куда понятнее, куда ты сел на самолет и нет виз. Это не так. Давайте по-другому. Смотрите, если мы будем выбирать страны только где хорошо, а где плохо, где черное, где белое, то мы окажемся, скорее всего, в Грузии, или в Армении, или в Узбекистане. И это, наверное, не то место, где вы бы хотели в конечном итоге оказаться. Вот. Представьте, что вы можете сесть и поехать куда угодно. Нет никаких ограничений. То есть весь мир открыт. Да? Как бы мы могли выбирать страны? Во-первых, мы могли бы смотреть в интернете какие-то сторис, и смотреть, как там люди живут. Просто начать с базового. Посмотреть те страны, куда мы намереваемся переехать на долгий срок. Что там, как там люди живут. Там вообще интересно или нам кажется, что что-то здесь не так. Возможно, интервью, возможно, просто влоги людей, которые там уже живут. И это уже будет намного больше. Не читать сразу типа сложности адаптации, релокации, получения вида на жительство. Ну, это сразу нас отпугнет 100%, потому что это непросто и, возможно, нам это не нужно. Смотрите. Можно использовать треугольник, да, придумать себе 3 каких-то базовых критерия, по которым в целом можно легко будет быстро отсортировать те страны, куда точно нет. Давайте придумаем страны, куда мы точно не поедем. Ну, я, например, точно не поеду в Россию. Вот. Я не буду релоцироваться, например, в Москву. Мне там очень не нравится. Ну, настолько, что я туда не поеду, даже если мне очень большую зарплату предложат. И такое уже было пару раз, предлагали прям огромные деньги, я такой, не. Я точно знаю, что на работе проходит большая часть жизни. Да? Если мотивироваться только деньгами, то большая часть жизни пройдет как-то уныло. Вот. Время – это самое ценное, что у нас есть. Поэтому можем посмотреть, например, на work-life balance. Да? Насколько каждый день в этой стране для меня будет великолепным. Мне будет нравиться просыпаться и то, что я вижу, то, что я могу поделать. Как живут эти люди. Мне нравятся эти люди, которые в городе там находятся, или нет. Можно также подумать о том, как я буду отдыхать. Вот, есть ли там тот отдых, который я бы хотел получать каждый день. Потому что отдых – это часть работы. Без хорошего восстановления вы далеко не уйдете и карьеру точно крутую не построите. Вот. А также зарплата и стоимость жизни – это уже там где-то на каких-то не первых позициях. То есть, если мы будем смотреть только от зарплаты играть, то в конечном итоге мы окажемся в Эмиратах или где-то в Азии. Возможно, в Сингапуре, вот, или в Австралии. То есть вот куда-то нас туда будет тянуть, и все. Потому что, ну, стран, у которых маленькие налоги, их не так много, с высоким уровнем жизни. Так, мы можем еще посмотреть на типичные параметры, которые предлагают всякие любители социальных опросов и тестов.
Но я знаю несколько. Я знаю индекс качества жизни. Да, если мы его берем, то мы понимаем, что надо ехать в Европу. Потому что Швейцария на первом месте, Австралия, Норвегия и Швеция тоже в первой пятерке. Да, то есть мы такие, качество жизни будет высокое, но надо будет нормально работать. Ну, нормально работать надо будет вообще везде. Во-вторых, мы можем оглянуться и посмотреть, а где же люди счастливы? Да, одно, у них высокий уровень всего, там у них кондиционер дома есть. А где люди счастливы? Где я смогу быть счастливым и смогу отдыхать? А это, мне кажется, намного важнее, чем уровень доходов и всего остального. Если я несчастен, то не важно, сколько я зарабатываю, я просто грустное говно. Вот, поэтому давайте на индекс счастья. И опачки, Финляндия, да, может вообще к финнам... Есть Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль. Да, и если посмотреть назад, то Израиль тут тоже где-то мелькал. Да? То есть Новая Зеландия. Популярные страны, куда все мечтают перебраться за заработком, их тут нет. Почему? Потому что там, где мы зарабатываем, и там, где мы живем, немножко разные места. То есть заработать можно деньги в каких-то других странах, но жить хочется там, где вы будете счастливы. Но еще есть интересный индекс, который называется Trust in Government. То есть насколько я доверяю моей стране. Есть разные социальные опросы, как их проводят, но тут достаточно большая выборка. То есть опрашивают минимум 10 тысяч человек, а может и больше. И этот тест еще проводят другим способом. То есть, например, теряют кошелек с деньгами. Ну, предположим, кошелек с деньгами. Его просто кидают на улицу и смотрят, что будут делать люди. То есть люди, которые доверяют друг другу, которые уверенные в себе, ну и у которых нормально живут, они, скорее всего, этот кошелек куда-нибудь занесут. Они будут считать, что это кому-то он важен, там, возможно, документы есть или еще что-то, они отнесут в полицию. В странах неблагополучных или там, где люди на самом деле не доверяют, то люди положат деньги себе и скажут: отлично, я нашел денег. То есть, тест проводят по-разному. Я к тому, что он не просто так галочки там в анкете заполняет. Поэтому индекс доверия государству, он на самом деле тоже о многом говорит. Потому что если люди не доверяют, например, правительству, они могут в целом никому не доверять. И эти индексы можно померить. И есть тесты, и это очень интересно читать. Короче, нам важно при переезде в первую очередь смотреть не там, где мы сможем хорошо бабки заработать, или куда все едут. А мы можем посмотреть на то, что лично нам будет давать максимальное количество ценностей, максимальное количество value. И эта ценность для нас, она может быть разной. Для кого-то будет важно иметь возможность целый год гулять по улице. Вот, неважно, чтобы не было слякоти, серой какой-то унылой погоды. И это важно, это важнее, чем иметь огромную зарплату. Для кого-то наоборот, важна огромная зарплата. И важно, какое из этих значений для нас сейчас преобладает. То есть надо его, по крайней мере, определить. И это уже поможет вот так из 1000 стран оставить 3, 5, 10. То есть когда у нас наши критерии подборки страны уменьшаются до 5, до 10, то есть мы все выкинули лишнее, мы точно знаем, что нас там не ждут, нам туда не надо. Это уже намного легче. Вот. Но если мы уже оставили 1-2 страны и всерьез задумались о переезде, то как туда попасть? Как туда попасть? Как? О боже! Технически самый простой способ через учебу. Мне даже рассказывали историю по поводу того, как через учебу попадать. Например, в Америку. Кажется, что вот в Беларуси, России и так далее, в странах СНГ вот есть ЦТ. Типа учеба, это вау, я должен там оценки, что-то там преподавателям заносить шоколадки, как-то там ублажать моего любимого учителя по белорусскому языку. Вот. Чтобы попасть в университет. Но в большинстве стран это не нужно делать. И на большинство профессий это все не нужно. Все, что мне нужно, это пройти отбор. Возможно, конкурс из 1500 человек на место.
ну, это все еще реально, да, это, если не попробовать, это точно нереально. Короче, я могу податься в те университеты, в которые мне очень хочется попасть. И попробовать пройти тест. Как минимум, чтобы пойти в нормальный университет и пройти отбор, все конкурсы, надо подготовиться. И подготовка может занимать полгода. И это нормально. И это нормально, что вы к университету будете готовиться. Потому что там будет большой конкурс. Потому что дальше там с вами будут работать крутые преподаватели. И, скорее всего, вы сможете попасть на бюджет, если вы потратите время на подготовку. Не просто нанять репетитора, а сесть и замотивированно поработать. И тогда поиск всего через учебу будет лучше всего работать. И тогда вы вместе с другими умными ребятами, а только большинство инициативных умных ребят устраиваются в зарубежные университеты, и там классные ребята. Вы точно найдете себе хорошие связи на всю жизнь, потому что многие ребята после университета продолжают активно коннектиться. И общаться, и помогать, и встречаться в разных странах. И это очень круто, когда вы учитесь с классными ребятами. Поступить в ближайший простой университет, потому что мама, бабушка так хотят, это легче, но это не дает вам никаких социальных плюшек в будущем. Вот как раз попадание в крутые университеты, где есть лаборатории, крутые преподаватели, те, у кого вам действительно хочется учиться, открывают вам огромные возможности для дальнейшей самореализации. И вообще, самое важное во всех этих вещах – это люди, с которыми вы будете общаться. То есть, чем более разнообразные... Слышали про diversity? Diversity. Это же не только про терпимость там, к разного рода там, женщинам, харассменту и так далее, и так далее. Это больше про то, что чем более разнообразные ваши коллеги, ваши друзья, тем более широк ваш кругозор и взгляд на одну и ту же проблему. И в этом вся фишка. Да? То есть, если вы учитесь, и среди вас одни и те же люди из одной и той же страны, то, скорее всего, у вас будет культурный опыт только одной страны. Вбирая в себя и пробуя, и смотря, как одну и ту же задачу решают разные люди, это самый эффективный способ учиться. Вот. Второй способ. Да, с учебой все понятно. То есть мы взяли и поехали. Получили студенческую визу, по ней мы смогли работать, и дальше, оканчивая университет, мы в целом что можем сделать? Правильно, продолжить учиться дальше. И так продолжать до тех пор, пока нам не надоест, при том, что во многих странах любая высшая форма обучения, она как работа, да, то есть вам дают грант на обучение, у вас есть зарплата за то, что вы там работаете в лаборатории, возможно, кому-то преподаете, проводите какие-то эксперименты, исследования и так далее, у вас есть какая-то денежка. Вы этим занимаетесь не 8 часов и не 9 часов и так далее, вы занимаетесь 2-3 часа в день, а все остальное вы делаете, пишете какие-то исследования. Но я знаю много людей, которые просто все остальное время кайфуют и живут. Да? То есть мы едем учиться, продолжаем учиться, наша какая-то там градус степеней, вот этот вот растет, наш статус. У нас есть деньги для того, чтобы путешествовать и жить. Мы имеем практически полный свободный день. И все, кайф. В какой-то момент людям, они уже везде попутешествовали, они все узнали, они достаточно отдохнули, они могут пойти на работу, а их приглашают, потому что они закончили классные университеты, у них есть большой стаж работы в лабораториях, и у них много связей среди крутого вот этого эшелона образованных людей. Да, этих людей приглашают и на консультацию, и консультантами, их также приглашают какими-то ключевыми сотрудниками. То есть сразу высокая зарплата. То есть ты не ползешь такой снизу там. Это такой способ. Это я знаю, делюсь как есть. Хотите так делайте, хотите не делайте. Но в этом тоже есть своя фишка. Второй способ. Второй способ попроще и не требует подготовки к поступлению в университет. Мы просто берем, собираем чемодан и быстро-быстро едем, пока не успели передумать. Конечно, нам будет не хотеться. Конечно, будет хотеться остаться там, где мы есть, но нам надо очень быстро собирать чемоданы и уезжать. Брать с собой по минимуму вещей, звонить первому другу, который живет в другой стране, и говорить: я к тебе приеду, буду жить, и дальше там разберемся. Вам не нужны ни отели, ни букинги, ни Airbnb, вам нужны друзья. То есть вы ищете друзей, которые
которым вы едете в гости. Все, самый простой способ. Вы приехали в гости вместе с друзьями, нашли себе новое место для жизни, для работы. Вы походили в среде, в другой, когда вы переезжаете в город, если у вас нету багажа каких-то проблем, которые вы в этот город с собой привезли, то вы достаточно быстро найдете новую работу. По крайней мере, вы найдете новых друзей. То есть при переезде, особенно когда вы едете из одной страны к другим людям, вы всегда едете к людям. Это самый правильный подход. То есть мы выбираем, кому поехать, кому из наших друзей мы поедем. И мы едем. И дальше изучаем, смотрим их и думаем, хотим ли мы остаться или нет. И это самый безопасный способ, на мой взгляд. Больше друзей, меньше читаний и гугления в интернете. Общение с реальными людьми, узнаем, что и как на месте от этих людей, которые тут уже живут. Они нам говорят больше правды, чем любые статьи и люди в интернете. Намного больше правды. Вы можете с ними пойти и спросить, так покажи, и он тебе покажет. И это намного лучше. Плюс мы заводим друзей. Чем больше у нас друзей, знакомых, людей, которые интересны, тем нам проще, во-первых, будет принять решение, что нам точно надо оставаться или нет. И сможем ли мы самореализоваться в этой стране, или нам все-таки надо ехать назад, или в другое место. Или вообще спросить, а куда все уезжают из этой страны. Ну, то есть люди на самом деле всегда ищут какие-то места, где было бы лучше жить, чем здесь. Это нормально. Люди хотят жить хорошо, в этом нет ничего плохого. Есть обычный, классический способ релокации. Мы говорим, что нам платят мало денег, нам нужно больше золота. Мы говорим нашему работодателю, мы ищем на локальном рынке. Мы в конечном итоге разочаровываемся, когда видим зарплаты, сколько платят в Америке или в Британии людям, за которые делают то же самое, что и мы. Но просто они получают вот настолько больше, несмотря на налоги, всякие там взносы. Вот у них вот такая зарплата, вот такая большая. И мы узнаем и говорим, пора ехать. Но нас все время обратно тянут и говорят, не-не-не, мы тебе там плюс $100 накинем, мы тебе еще там 15 там пощечин влепим, но ты работай, старайся. Вот. И тогда мы начинаем задумываться и гуглить какие-то варианты. Ходить на собеседование, общаться с коллегами, рассказывать или придумывать свой стартап. Я придумаю свой стартап и поеду, говорили они. Но потом мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, нам надо найти компанию, которая нас перевезет, пройти в нее отбор, пройти много-много собеседований. Это будет не одно собеседование, это будет много собеседований на разных языках. Я, как работодатель, не хочу вести вас, а вы еще можете думать, что вы прям реально кому-то тут нужны. Я, как работодатель, хочу привести вас, чтобы вы как минимум год-два отработали, и я на вас заработал. Я сэкономил деньги на найме здесь таких же классных специалистов. Просто сэкономил, потому что привлекать высококлассных специалистов в какой-нибудь европейской стране на зарплату очень дорого. Из-за того, что у них зарплаты будут вот такие большие, и надо будет платить много-много налогов. А вас можно как-то вот перевести, и вы уже за это благодарны должны быть. Они помогают вам с легализацией. И зачастую этот способ неплохой, но он просто геморройный, потому что надо найти компании, которые, перевозят, пройти много-много вот этих адаптивных вещей, собрать документы, выписки, получить визы, например, стартап-визы, которые стоят денег. То есть работодатель должен за вас заплатить, скажем, $1020, чтобы вам оформить релокейт. И как минимум эти деньги вы должны ему отработать. Ну, предположим, средняя зарплата по рынку $80 тысяч, а он вам платит $60 тысяч, плюс 20 тысяч на релокейт. И в целом должно вас все устраивать. За вас оформили все документы, вас просто вот так вот, как смузи вы приехали, все решили. Но вы можете сделать это все сами. Вы можете приехать в эту страну, сказать, я сделаю это все сам, взять на себя всю эту нагрузку, пойти в umbrella-компанию. Есть компании, которые занимаются релокейтом и адаптацией мигрантов, и они за вас с большего все сделают и будут брать с вас налоги какие-то. Ну, платить за вас налоги. То есть в европейских странах, например, налоги люди платят сами, а не работодатель. Поэтому вам все равно выгодно будет сотрудничать с такими компаниями. Вот. Это классический способ, но он занимает тоже время, потому что вы прошли собеседование, раз. Во-вторых, вам надо
еще какое-то время поработать, пока составится весь релокационный план, зачастую пока вы не пройдете испыт. Вы прошли испыт, вам высылается переезд, у вас переезд может занять полгода. Если вы к университету полгода готовились, то у вас тут полгода нервотрепки с переездом. Притом вы переехали, вы адаптировались, вам, например, дали временное жилье, потом постоянное жилье, и вы каждый раз полгода нервотрепки у вас точно будет. Это релокация через компании. Классический способ. Классический. Но есть еще один способ, который посложнее, самый сложный. Если с релокацией сотрудников дела обстоят, мягко говоря, любые страны сопротивляются мигрантам. Чтобы просто все белорусы взяли паспорта и поехали, там, например, в ближайшую Польшу. Просто все автобусами так. Чтобы такого не происходило, есть какие-то барьеры, ограничения, нахождения и так далее. То, что требует получения каких-то документов. Это специально сделано, чтобы люди так не делали. Но вы можете не играть в эту игру. Это не обязательно. Потому что вы можете в этой стране открыть компанию. То есть бизнесу всегда рады. Практически везде. Это не всегда сложнее, чем переехать этими двумя способами. Иногда это сильно проще. Открыть бизнес, это не обязательно, что вы должны прям реально зарабатывать. Вы можете просто открыть бизнес, который будет убыточный. Например, открыть компанию и самостоятельно просто платить за ее существование. Деньги, и зато вы получите все необходимые документы быстрее. Сколько это стоит? Мне сказали, что открытие компании в Литве стоит пускай $300 на юристов или 500. Плюс какие-то там бумажки. Итого, например, в момент открытия пускай это будет $700, и потом на поддержание еще $150-300. Где-то так. Плюс-минус. Но у вас есть компания, вы можете рассчитывать на какие-то дополнительные документы, которые позволят вам постоянно находиться в Литве. То же самое работает с Кипром, то же самое вы можете сделать в практически любой другой стране. Как это работает? Вы подаете документы на открытие компании, вы нанимаете компанию, которая будет обслуживать вашу компанию, им вы платите деньги, они за вас платят налоги, рассчитывают всякие штуки и обслуживают ваши счета и подают необходимые документы, чтобы ваша компания была легальная, чтобы вас не сделали а-та-та за то, что вы там что-то не знали. А они за это берут те же $300, которые вы платите. Все, но на эту компанию вы можете получать зарплату, вы можете своему работодателю сказать: а я вообще-то работаю как индивидуальный предприниматель или компания, давайте мы оформим такой договор, а не как наемный сотрудник. И не поверите, но где-то половина всех работодателей в целом не против вас так нанять, им по большому счету не важно. Потому что они просто взяли ваши документы, отдали в бухгалтерию, и они платят вам деньги. Все. Но вы решили весь свой геморрой с бумагами намного проще. Притом эти ребята, которые обслуживают вам компанию, в целом могут помочь вам получить все необходимые документы, потому что они все равно это делают для других бизнесменов, потому что вам надо ездить и как-то обслуживать свой бизнес. Например, я кофейню открыл. Мне надо как-то приезжать и обслуживать свою кофейню. Короче, с компаниями все намного интереснее становится. Если вы просто погуглите, посмотрите, даже есть такие способы, как, например, обязательную отсрочку от армии, или как-то распред в университете решать, вы тоже можете открыть компанию и распределиться в свою компанию. И никому не быть должным, и не надо в государство ничего выплачивать. Эти способы просто, они непопулярные в силу того, что люди, редко думают о себе как: а я буду компанией, я буду бизнесменом. Привыкли работать на кого-то, и работают, и думают: а мне должен быть кто-то, кто мне поможет, спасет и перевезет. Но это не обязательно. Это не обязательно. Это сложный способ, просто он креативный. Он дорогой, потому что вам надо тратиться на компанию. Но если в целом вас эти расходы устраивают, то сложностей в этом нет, потому что в любой другой стране вас с радостью примут. Бизнесу, как я говорил, всегда рады. Для бизнеса как раз и организовываются всякие плюшки, бонусы, льготы, вычеты и так далее.
И плюс вы можете всерьезку как бы брать, ну если с работодателем вам надо как-то заключать договор, и он будет видеть, если вы где-то на кого-то еще работаете, то когда вы работаете как ИП, как компания, ну вы взяли еще там дополнительных заказов, провели, и все везде уплачено, и вы никому ничего не должны. И это тоже удобно, в этом удобство есть. Короче, в любом случае с релокацией есть минусы. Опять же, плюсы понятны. То есть мы в первую очередь должны расширять свой кругозор. Мы должны быть достаточно любопытны. Как, смотрите, мы в целом никому ничего не должны, но для себя, чтобы как раз развиваться как люди личности, чтобы с нами было интересно общаться, нам надо понимать, что нам надо быть интересными, любопытными, пробовать побыть в разной шкуре. Ну, например, побыть в качестве там, француза, итальянца, эмиратца, китайца и посмотреть, а где на самом деле лучше живется. Вот. Так ли хорошо или то, что говорят по телеку, правда? А может они действительно говорят правду, а мы все настолько вот им не верим, что думаем, что нам врут. Кто знает. Вот. Поэтому в релокации есть один минус. Если мы просто сорвались и куда-то поехали, без плана, без друзей, без ничего, просто куда-то приехали, даже с друзьями, мы можем словить очень быстро одиночество. Потому что наши друзья, знакомые, коллеги, товарищи, там, родители, родственнички и прочее остались в другой стране. Как минимум есть телефоны, гаджеты, чтобы с ними созваниваться, но это все равно не то. Да? То есть мы не можем вместе куда-то сходить, и мы можем начать чувствовать одиночество. С ним как минимум придется столкнуться и справляться, и это нормально. Это нормально, что вы будете чувствовать себя одинокими. Но это нас толкает к одному простому шагу. Если мне одиноко, все, что я могу сделать, пойти знакомиться с другими людьми. Пытаться все более и более быть открытым к новым знакомствам. Они могут быть как хорошие, так и плохие. Это нормально. Но главное, чтобы они у меня появлялись новые и новые. Особенно если я переехал в другую страну. Во-первых, это помогает адаптироваться. Во-вторых, узнать местный быт, культуру, понять, что нравится, что не нравится, чтобы у меня внутренние были ответы на вопросы. Почему я, например, хочу здесь находиться, или почему я не хочу здесь находиться, эти люди как раз помогают ответить. Ну, есть несколько площадок, где вы можете легко искать ивенты или просто ходить. Достаточно много бесплатных митапов и айтишных в том числе. Поэтому пользоваться этим грех... Не грех этим не пользоваться. Неважно. Короче, заводим друзей, знакомимся, иначе чувство одиночества нас как раз... это наш первый камень, с которым придется столкнуться. Второе. Мы как минимум точно испытаем на себе падение уровня жизни. Вряд ли, ну хотя, возможно, кто знает, вдруг среди нас есть олигархи, и у которых родители все везде проспонсируют, и мы очень комфортно переедем в другую страну, и как минимум не хуже, чем мы жили. Но в среднем мы будем испытывать падение уровня жизни. Потому что, во-первых, мы начнем замечать, что есть очень много людей и вообще очень много всего, что нам недоступно. То есть, если в нашей стране, где мы привыкли жить, мы очень многие вещи привыкли получать через друзей, коллег, знакомых, родителей, бабушка, дедушка нажили там что-то, то в другой стране этого ничего нет. И нам еще приходится платить солидную котлету денег, чтобы снять какой-то маленький кусочек земли и не спать в палатке на улице. Да? То есть нам приходится чем-то жертвовать. И наше качество и уровень жизни, он резко упадет. Хотя мы можем постараться и большую часть всего перетащить из той страны, где мы уже выросли и живем, но это глупости. Да? То есть это хорошо, что уровень жизни падает. Это стимулирует нас смотреть и думать, и креативить, и узнавать, как вообще вот те люди, у которых все есть, почему оно у них все есть. Как так получилось или что я могу сделать? Конечно, можно сказать, ой, они там наворовали, но... Это как раз подталкивает мозг искать какие-то варианты, и это запускает наш механизм мозга хорошо работать. Трудности нас только закаляют и укрепляют. Хорошо, что они есть. Было бы очень скучно жить, если бы трудностей просто не было. Но самая неочевидная часть – это то, что наши доходы упадут. Неожиданно в поисках лучшей жизни мы чего-то как бы идем не туда. Да? То есть вроде бы мы тут говорили, есть плюсы, есть классно, воу-воу-воу. Но в среднем,
Первый год релокации – это кратное падение доходов. Куда падают наши доходы? Во-первых, на вот эти все юристы, бумажки, документы, легализацию, оборудование, там, закупка мебели, аренда, социальные какие-то штуки. Нас где-то еще разведут и кинут, это 100%. Да? Мы точно где-то потеряем лишние бабки. Это 100% произойдет. Поэтому падение доходов это очень даже ожидаемо. Да? То есть я понял, что при релокации первый год не надо ни на что рассчитывать. Хорошо, если 0. Вот мы приехали, что-то где-то там потратили, где-то что-то заработали, и в итоге вышли в 0, но в новом месте, и мы начали хорошо понимать, как мы живем. Это отлично, потому что, давайте вот так представим, что когда мы живем в своей стране, мы научились все здорово оптимизировать. Мы настолько все оптимизировали, что нам дешево. Но если мы научимся так же делать в другой стране, нам тоже будет дешево и комфортно в другой стране. То есть это вопрос просто оптимизации, задача на оптимизацию. Что дальше? Нам действительно в другой стране приходится быть гибкими. Мы как минимум не сможем приехать и сразу оказаться в зоне комфорта. Мы окажемся в любом случае в зоне дискомфорта. И нам надо вот как раз пользоваться техниками agile. Мы же ходим на митинги, делаем стендупы. Вот. Все это есть. Поэтому настоящий agile можно прочувствовать в релокации, потому что, скорее всего, ваш круг общения в большинстве выстроится среди мигрантов. А это люди с гибким мышлением, это люди не закостенелые, которые такие, я вот утром встаю и сижу. Они как минимум шевелятся. А если они шевелятся, то у вас будет большая мотивация шевелиться. Надо будет очень быть гибким. Потому что таких, как вы, оказывается очень много, которые переезжают, релоцируются, и не только сейчас, а их всегда. Молодежь всегда ищет какие-то ходы. Им не нравится, как старики живут. А старики стараются, знаете, что сделать? Старики стараются построить мир таким образом, чтобы им было комфортно. Старикам комфортно, молодежи некомфортно. Молодежи комфортно, старикам некомфортно. Это всегда будет какое-то бадание. Поэтому молодежь всегда ищет новые ходы, ищет креативная молодежь. Есть ребята, которым вообще все пофиг, они просто бухают. Вот, про них не говорим. Но чтобы быть agile, надо заниматься, надо пробовать. В другой стране другие люди, новые друзья, скорее всего, расскажут вам чего-то такого, о чем вы никогда не думали и не пробовали самостоятельно. Это может быть и баскетбол, и йога, и катание на скейте в парке, и много чего другого. Вот. Но если ты, как поросенок Петр, все еще сидишь на стуле и не фантазируешь о переезде, то или как минимум просто сменить обстановку, сменить картинку перед глазами, то ты лишаешь себя самого главного, дешевого, легального дофамина. Потому что при переезде в другую страну наш мозг радуется новой картинке, изучает, и у нас как раз запускаются все те механизмы, которые нам очень сильно нужны для нашей комфортной жизнедеятельности. Мы в странах, где мы находимся, мы привыкаем, и очень хорошо заметно, как мы привыкаем к привычкам, поддерживающим какой-то уровень дофамина. Сериалы, хождение на какие-то кружочки, еще какие-то дела, которые, по сути, превращаются в рутину. Когда мы выезжаем из этой страны, мы понимаем, что вот все вот это, на что я тратил кучу времени, все эти сериалы, с которыми я обсуждал с друзьями, они все как раз появлялись из-за того, что мне просто не хватало радости в жизни, дофамина. А здесь я просто хожу по городу в новом месте, пускай на Кипре. Вот, я хожу, смотрю по сторонам, и мне отлично, мне достаточно, и позволяет заряжаться, и новые креативные мысли приходят в мою голову, чтобы улучшить мою жизнь здесь сейчас. Здесь сейчас улучшить жизнь. Не через год, не через 100 лет. Ни бабушке, ни папе, ни маме. Мою здесь сейчас. И это очень важно. И пробовать открывать мир, это очень интересно. И мозг за это благодарит. Он говорит, да-да-да, держи, вот тебе халявный дофамин. Вау, не надо никакие наркотики. На этом у меня все. Если вам понравилось, обязательно лайк. Да, лайк помогает каналу жить. И еще лучше, напишите в комментариях, что вы думаете, куда вы переехали или планируете переехать, какие страны как минимум вы рассматриваете. Потому что у меня в голове только 3 лидера. Новая Зеландия, из-за того, что они дают за 3 года настоящее гражданство, которое позволяет ездить в 140 стран безвизово, ездить и работать, и не стоять в очереди на получение визы. И чувствовать себя, как будто ты из третьего мира. Вот, новые зеландцы молодцы. Канадцы
Канадцы такие же молодцы, у них очень красивая природа, там мне очень было бы интересно жить. Вот. Во-вторых, у канадцев тоже есть одна прикольная штука, они разворачивают и развивают искусственные интеллекты и все направления, связанные с Data Science и Big Data. У них очень классные университеты, и оттуда очень легко ездить в Америку, и вообще там у них достаточно прикольная движуха. Вот. Что еще мне нравится? На самом деле мне нравится Америка с их всякой вот этой культурой айтишной, стартаперской. Мне нравится именно стартаперская Америка. Мне не нравится вся Америка, вот, но стартаперский кусочек мне очень нравится. Креативный, даже то, что связано с кинопроизводством. Там интересно, там вот самый хайп. Самая движуха. Ну и если был бы топ-4, то на 4-м месте был бы, наверное, Израиль. Потому что ребята очень классно выстраивают социальные программы и поддерживают и молодежь, и всех ребят, которых они считают своими. Это прикольно. Этому стоит поучиться многим. Это мой топ-4. Интересно, какой ваш? Так что все, увидимся на канале, пишите. Всем пока. Да, пора работать в IT, самое время релоцироваться и работать в IT. Ну а потом можно не работать и попивать смузи и вообще отдыхать.